Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, второй расклад. Что вам по судьбе? Неожиданности и сюрпризы до конца года. Давайте узнаем, что важно знать, может быть, что можно изменить. Или в целом какая-то ваша, возможно, личная история, мои дорогие близнецы. Почему так говорю? Потому что конец ноября и декабрь, месяц, время уделить внимание как и личной жизни, но где-то и отношениям вообще. И мы не совсем обычный расклад для моего канала сделаем, поэтому вдвойне буду благодарна вашим комментариям. Спасибо, что вы смотрите мои видео, читаете мои публикации. Я стараюсь отвечать, не всегда получается, правда, и всем. Но поверьте, это мое вдохновение, ваши комментарии, поэтому буду благодарна. Так вот, не совсем обычный формат, но я надеюсь, что вам понравится или какой-то ваш пазл, то, о чем вы думаете, слушая то, что я говорю, глядя на метафорические образы карт, какое-то решение вы сможете принять. Или, мои дорогие близнецы, мы просто проведем с вами приятное время. Итак, давайте узнаем. Первая карта у нас так и будет называться. Что в центре вашего внимания? Помимо отношений, помимо взаимоотношений, может быть, что-то еще нам подскажут. Или в целом фон вот этого времени, отрезка времени до конца года. И если есть посторонние шумы в видео, прошу меня извинить, у соседей ремонт, ну вот я на это никак не влияю. Итак, что же важно знать? Неожиданности. Или то, с чем мы можем столкнуться и не сможем где-то это изменить. Сюрпризы, мои дорогие близнецы. Достанем карту «Ваши действия». Каков результат? И совет от карт. Давайте будем смотреть, что же в центре внимания для вас. О, тут новые планы. До конца года уже, видимо, мало что с чем-то вы определились. Но вот как стратегия, тактика, больше тактика, мои действия. И если что-то, кстати, у меня идет не так или каким-то образом, потому что рыцарь Пентаклей – это тот, кто материалист, тот, кто подмечает все то, что происходит вокруг. Он едет медленно, нам говорят. Для чего? Сделал как будто шаг, два или какое-то действие, а потом он наблюдает, как это откликается, как это работает. Вот приблизительно любой проект, у кого-то это может касаться работы. Мои дорогие близнецы, знаете, это вообще, когда мы свое вдохновение или какую-то мечту, может быть, для кого-то начинаем как с нуля, или, может быть, недавно вы что-то начали. Но самое главное, мы где-то первое уверены, что у нас получится, и карта как раз об этом говорит. Марафонский забег лет на 10-20. И, может быть, даже если это вопросы личной жизни, правда, но идут пентакли. Это вопросы, знаете, как на злобу дня нашего благополучия. Вы можете продумывать что-то, что связано с жилищем, имуществом, зарабатыванием, опять же, денег, просчитывать, как это будет строиться благополучие наше, решать какие-либо вопросы. У кого-то, мои дорогие, из вас решение вопросов, связанных с детьми, может быть тоже, или какое-то общение с детьми, но ваше участие в их делах такое вполне вероятно, может быть и помощь материальная, но для большинства, ну так в принципе, как первое значение, правда, это новые начинания с хорошим заделом на будущее, и сама по себе карта нам обещает уже в каком-то деле успех. Плавное такое перетекание из вашей реализации конца года 23-го в 2024 год. И хотя эта карта, она говорит, что у вас как раз все идет по плану, не совсем про неожиданности. Тут нам больше про какую-то стабильность, прогресс на долгий период времени. Но давайте посмотрим, что же в неожиданностях для вас. Пятерка мечей. Может, правда, встать какой-то вопрос. Мелкая карта, хочу сказать сразу. Какой-либо вопрос по или с людьми, или по какой-то теме, с которой вы прежде не смогли что-либо решить или с кем-то договориться. По этой карте проходит первая победа. С другой стороны, это может быть конкретно вот ваша какая-то победа, которая вас не вдохновила. Либо досталась очень тяжелой ценой, и я не испытываю ни вдохновения, ни радости, либо
Я вроде как доказала или доказала что-то свое, но счастье мне это не добавило. И поэтому эта карта, она говорит только об одном. Не увеличивай дистанцию конфликта. И даже если ведь есть люди в нашем окружении, если мы говорим до конца года, все-таки общение, взаимодействие с людьми будет решать, ну, как будто как и вопросы многие. Все же на самом деле, как от того, как мы сумеем договориться, мы то и получим где-то, плюс-минус. Нет как таковых обстоятельств непреодолимой силы, а именно есть то, что зависит от того, как вы выстроите взаимоотношения с людьми. И даже если была какая-то ссора, повторяюсь, это значит лучше худой мир, чем эта добрая ссора. Не увеличивать дистанцию, может быть, между партнерами, коллегами, руководителями. Есть и люди в нашей жизни, которые мы не можем их отменить. Некоторых людей мы можем отменить, почему нет? Но есть то, как наш социум, и вы можете, кстати, продумывать, как мне изменить свое ближайшее окружение. У кого-то как раз это и будет на повестке дня или месяца вопрос номер раз. Но если взять так в целом, больше где-то лояльности миру у вас это получится, потому что вы умеете со всем договариваться. Вы умеете воспринимать людей непредвзято, не шаблонно, не основываясь на чужих суждениях или на каком-то стереотипе. Это ваша сильная сторона, и она как будто вам помогает. Уладить какие-то противоречия – это для вас больший плюс. Но я повторюсь, может быть, все-таки в неожиданности нам выпадает эта карта, и для кого-то она может означать, что тот человек, которого вы, ну, где-то уже и вычеркнули, может быть, из своей жизни, или забыли, или, может быть, по работе были какие-то прения, да, или была какая-то ситуация, он о себе как будто может снова напомнить. И вот тут от вас будет очень важно вот этот нейтралитет как будто и установить. По пятерке мечей нам карта буквально призывает отступить полшага назад, но если необходимо, мы как будто можем парировать. Но, понимаете, вопрос целесообразности раз. И самое главное, несмотря на то, что нас карта призывает к нейтралитету, она еще и призывает свои принципы, мои дорогие близнецы, не менять в угоду кому-то или в угоду чьего-либо доброго отношения к нам. То есть это сознательная установка каких-то нейтральных отношений, чтобы в последующем нам, может быть, человек в чем-то не помешал, не вставлял палки в колеса, но это не в ущерб самому себе. Вот это будет важно. Давайте посмотрим, каковы же сюрпризы. Любовь, мои дорогие. Рыцарь кубков. Если не любовь, хотя рыцарь кубков это предложение. Может быть, вы будете делать предложение. Может быть, и вам будут делать предложение. Либо приятные эмоции, нежность, ласка, где-то сочувствие, если так в целом мы берем хорошее настроение, вообще больше позитива по этой карте. Хотя карта нам не говорит о чем-то на долгий период. На долгий период у вас какой-то материализм выпадает. Посмотрите, два рыцаря. Хотя это приезд человека к вам или ваш отъезд куда-либо. Может быть, вы будете планировать. Может быть, будете планировать, где, каким образом провести праздники. Если не 1-2 дня, а больше, да. Или еще какую-то составляющую свою жизнь, когда вы будете чувствовать себя счастливым, мои дорогие. Правда, хорошее настроение до конца года. Вроде как все по плану идет, и где-то для кармана нам сказали, вас тоже все устраивает. Но вот для души, для приятных эмоций, то же самое время. Сюрпризы все-таки, да, это как и подарки, как комплименты, как признание в любви, как какая-то радость. Это каждый день, когда мы встаем с той ноги, когда, правда, больше воодушевления какого-то, оптимизма. Вот все это идет по этой карте. Пусть это не говорит нам карта о том, что так будет всегда. Ну, наверное, наша жизнь, она переменчива. Но именно этот период до конца года можно прожить просто счастливо, мои дорогие. Ладно, давайте посмотрим ваши действия. Колесо фортуны. Вы люди быстрые, вы люди, которые быстро анализируют информацию, причем видят ее многогранно, не как-то так вот однотипно, односторонне. И вам понравится,
Колесо фортуны. Скучать-то будет некогда, мои дорогие близнецы. Правда, по колесу фортуны в этой колоде это где-то удача, успех. Держим руку на пульсе, как ни крути, потому что это старший аркан, и не можем мы исключить его величество случай, но здесь больше не случайных случайностей со знаком плюс, или когда возможности мы это называем. Но не просчитаться с чем-то будет очень важно. С одной стороны, себе не помешать в чем-то, но с другой стороны, и где-то не поторопиться, может быть, и не, знаете, то, что как будто приходит к нам извне и требует нашего участия в моменте здесь и сейчас. По этой карте мы должны откликнуться. Но сказать, что мы пытаемся какую-то прежнюю задачу или конфликт, как будто, настоять на своем мнении, со всеми разобраться или как минимум с одним человеком, или продавить какую-то теорию, по этой карте точно нет. Здесь встречай какие-то новости, может быть, сами по себе неожиданности. Вот как раз об этом карта. Но это ваши действия. Значит, вы будете делать что-то так или таким образом, чего вы где-то от себя не ожидаете. Может быть, какой-то альтернативный вариант, как развитие событий, так и действий. А еще, мои дорогие, вы с кем-то можете примириться, и вам словно пространство, Вселенная помогает найти общий язык. Правда, у нас как раз первая победа выпала в неожиданностях, а тут нам выпадает в ваших действиях колесо фортуны. Вот каким-то другим совершенно образом. Но вы будете от этого счастливы. Это, наверное, самое главное. Каков результат? Вот еще одна карта. Рыцарь Пентаклей, Паж Пентаклей. Вы остаетесь довольны. Эта карта тоже где-то со значением, как Рыцарь Пентаклей. Это ваша идея, это новые планы на будущее. Это построение новой стратегии благополучия в целом. У кого-то, опять же, это проиграется вопрос с детьми или с вашей семьей. Может, подготовка подарков, да, или каких-то приятных таких минут, когда мы кого-то тоже хотим порадовать. Потому что все же карта пентаклевая, значит, какие-то вопросы материальные вы получите как бонусы. Но я бы сказала, тут, знаете, вы словно с кем-то договариваетесь, может быть, принимаете Соломоново решение или закопаете топор войны, сумеете объясниться в каких-то новых энергиях, новым способом, может быть, в новой обстановке, может быть, вы вместе с кем-то поедете куда-либо, или к вам, опять же, повторяюсь, кто-либо приедет, или вы будете планировать поездку, может быть, какое-то путешествие, может быть, еще какая-то любовная все-таки история, которую вы... Мало что это вас вдохновит и обрадует, так вы будете действительно дважды, вот две карты нам говорят, в последующем строить какую-то стратегию материализма, благополучия на длительный период времени. Вот какой результат? Что-то не заканчивается, а как будто бонусы, что-то светлое и доброе продолжится в 2024 году. Вот такой переход. Совет от карт. Правда? У кого-то будет переезд, хотите поменять свою недвижимость или переехать куда-то очень далеко. Есть движение определенно в этих картах, и плюс еще колесо фортуны. У вас получится любое ваше желание, задумка. Где-то отчасти, если вы просчитаете с нужными людьми и со всеми людьми, сумеете договориться, причем с какой позиции? Вот как по пятерке мечей. Когда мы свои принципы не меняем, но понимаем, что у людей, у них тоже свой взгляд на мир. И вопрос не в том, что как перетягивание каната, кто кого пересилит в этом споре, в диалоге, в дискуссии. А когда мы сумеем договориться, вот как сумеем договориться, какое-то счастье мы и получим. Тройка жезлов – это карта успеха, карта прогресса, когда у нас все под контролем. Где-то значение якоря, когда мы уверены в себе, и идеальное время, чтобы строить планы на будущее. Вот в целом все то, что я говорила за предыдущие 5 карт, 6-я карта в совет подтверждает. Вот такой значимый период, приятный, посмотрите, который больше из возможностей и каких-то радостей для вас до конца года, как будто обещают карты. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.